Тебе нужно стать с гитарой. Переходим. Тебе кажется, что вы вот действительно рок-звезды. Мой дедушка бы тебе так подпел. Коллега мой по опасному бизнесу музыкальному. Вы просили андеграунд, получите его. Не хотелось бы хвастаться, да. Но часто разрывы, разбитые сердца и прочее, прочее. Но нас это не останавливало нисколько. Часто исполняете где-то, потому что или как? Исполняют другие старых заплесневелых русских рокеров. Что ты сделал для хип-хопа? Охота началась. Тум-ту-гум-ту-гум-ту. Всем привет! С вами шоу Behind the Notes. Шоу, где мы слушаем не музыку, а истории, которые стоят за ней. С вас обязательно в этот раз подписка, комментарий и лайк. Всех жду. Сегодня у меня замечательные, прекрасные, волшебные гости. Честно скажу, когда я узнала, что вы все-таки согласились и придете, я позвонила своей подружке и просто пищала ей от радости в трубку. Вот так. Прикинь. Это Классно, правда. Я да. потом Продолжай. могу даже убедить. Вот такое было это голосовое. Представлю наших гостей. Андрей, Сергей. В каком-то роде мы коллеги. Это ребята, авторы музыкальное шоу импровизации Piece of Hit. Да. Воу. И они очень классные. Спасибо. Поверьте на слово. Нет, мы обязательно прикрепим, наверное, ссылку на ваш канал, чтобы люди также могли ознакомиться с вашим искусством. Пока что можно ознакомиться, наверное, только в Инстаграмке. Мгм. Либо, что еще лучше, прийти в TNT Rock Club и посмотреть на это все живьем, правильно? Правильно, да, лучше один раз увидеть. Это очень хорошо. Потому что в Инстаграмке не так уж много материала, который можно... Не совсем много смотреть. снимаете, да? Ну да, пока что все еще только начинается, скажем так, поэтому еще работаем над этим. Вот. Вживую это все выглядит гораздо интереснее. Я так понимаю, у вас, то, что понимаю, я знаю, у вас огромнейший бэкграунд музыкальный. Вы и сами исполнители, вы также там пишете музыку. Можете как-то Пишем, подробнее исполняем. рассказать? Да. Пишем, исполняем, да, бэкграунд, все это есть. Но не сказать, что там супер-пупер богатые. Есть, конечно, люди и побогаче с бэкграундом, но... Мы не будем на них смотреть. Но когда сидишь такой, вспоминаешь, а что я такого делал в жизни, и понимаешь, что, да, реально полжизни музыке посвятил так точно. Так или иначе. Это что касается меня. Ну, мне да, Сергей скидывал прибедняется. просто. Мне кажется, у него побольше музыкального бэкграунда, чем у меня. Ну, ты же давайте не скидывал. будем мериться бэкграундами. Ладно. Чем будем мериться тогда? Ну, я слушала те песни, которые ты мне О, скидывал. класс. На Яндексе я даже поставила лайк. Это Класс. от меня. Я не зажала. Мне понравилось. При том, что я все-таки такой человек больше по тяжеляку. Мне понравилась смысловая нагрузка. А О, это спасибо. то, за что я прям всегда готова отдать душу. Поэтому красавчики. За что Спасибо, Серега спасибо. тоже топит всегда очень сильно. Ну да, я вот текстовик из этих, которые... Смыслами наполняется. Да, Смысловик-затейник. смысловик затем классный. Вот мне больше нравится как раз-таки музыкальная составляющая. Поэтому у нас часто возникают всякие споры на этой почве. Мол, там я могу сказать, что здесь нам текст не нужен, а Серега скажет, нет, нам здесь текст нужен. Потом мы ссоримся, все бросаем. Он говорит заново мне все время, начинаем. напиши попроще. Но это же постоянный баланс между тем, чтобы человек тебя услышал и понял ту мысль, которую ты доносишь, и какими-то образами, которые будут тонкими, но они могут быть слишком тонкими, и их просто пройдут мимо, и поэтому... это интересная тема для обсуждения вот с теми, кто пишет текст особенно. Вот я хотела задать вопрос. Вот откуда ты черпаешь вот это вдохновение на написание? Из жизни. Какие-то собственные истории или там, не знаю, друзей? Что происходит, да, то Ага. я описываю, состояния какие-то. Но их же можно описывать не просто так, что вот я влюбился, привет, всем привет, я влюбился. Можно описать какими-то образами, которые вызывают похожие эмоции. Вот. Заходить с разных сторон к этому. На самом деле большинство эстрады, если мы так возьмем русской, да, лично мое мнение, вот там как раз-таки так и пишется. Я влюбился, а-ля-ля, всем привет, Да, пока-пока. там задача музыки такая. То есть там нужно, чтобы массы точно Так поняли, это работа что, чисто на массы, правильно? что да, ты хочешь сказать. А если вот взять, не знаю, вот на текущий момент по группам, вот кто тебе нравится именно по смысловой нагрузке, вот какие-то там группы, бенды, может быть, исполнители? В группе Groove Dealer вот мой любимый рэпер Никита Бубашкин. Мой друг, с которым мы много провели времени, разговаривая о текстах. И в целом вообще музыка моего окружения мне очень нравится.
Вот. А так, ну, ATL, наверное, я бы привел в пример ATL. Нравится. Уважаем. Андрей. Мне надо про смысловые нагрузки Ну вот, сказать. да, допустим, если вот мы говорим, ты вообще все-таки цепляешься за смысл, или тебе вообще не важно, вот что главное, чтобы вот музыкальная составляющая была Не, я не классная? скажу, что мне вообще не важно. Конечно, важно. Если в тексте есть ну, классные какие-то мысли, то это вообще круто. Но бывает такое, что меня больше в песне цепляет вот именно исполнение само. Вот я недавно совсем только. У меня вообще такая история с музыкой, что некоторые группы там в моей жизни, скажем так, появляются не в то время, когда у других, например, да, там я, Нормально. например, с группой Rage Against the Machine познакомился там, если все мои друзья там в подростковом возрасте это все слушали, я там где-то, не знаю, 21 год, может, там начал слушать, или позже, там, мне они стали нравиться. А вот недавно меня коллега мой по опасному бизнесу музыкальному познакомился с группой Audioslave. Она давно существовала уже, но я вот только недавно познакомился, и сейчас вот заслушиваюсь Крисом Корнеллом. И, ну, вот в рамках Audioslave прям очень круто. Ну, вот мне очень нравится его манера исполнения. Мне нравится сама музыка, то есть она качает, она груит. Ну, и, естественно, там есть смысл в текстах стопудово. Если послушать, там, взять какой-нибудь Show Me How to Live, там песню. Оно и по исполнению классно, и по смыслам тоже очень круто. Но она на английском же языке. То есть не всегда можно расслышать то, что, ну, вот сам смысл. То есть, может, ты говоришь по-английски, но там же у них произношение свое. И произношение, и некоторые обороты, поэтому мне нравится Пока какая-то текст песня. не начнешь читать, Да, там не да, поймешь. я все время такая, так, начинаем смотреть текст Да, и перепроверяем, но почему вот нравится. сначала в этой музыке меня все-таки цепляет, ну, сама музыка, само исполнение, а потом уже я там лезу и смотрю, что там в тексте. Ну, и тексты тоже радуют, хорошие. Так, хорошо. А вот, допустим, когда делаете свое шоу, у вас есть какие-то притирки в плане, вот там, как вы говорите, вопросов каких-то по музыке или что-то? Или все прям идет гладко, хорошо, каждый дополняет? Нам все равно нужно использовать песенный материал, который Да, уже конечно. существует, скажем так, да, то есть известные композиции мы их берем за основу, то есть те тексты, которые в этих песнях звучат. Споров пока у нас не возникало, по-моему. Ну, когда мы подбираем, какие песни вставлять, там единодушно есть согласие, какие песни не включать, например. Там мы не будем брать батарейку, там, да, например. Ну, потому что она нам не нравится, ну, уже заезженная песня, жуки. Ну, Или там есть, но все-таки типа народная, да, такая? Да ёкает. Не ёкает. Уже не ёкает? Уже не ёкает, уже, ну, подустали от нее. Часто исполняете где-то, потому что или как? Исполняют другие. Наверное, не исполняете, а просто, да, может быть, много Мы где прячемся от них, слышна. а они все исполняют. Хочется, ну, какого-то разнообразия, потому что если ты идешь, там из каждого подъезда звучит батарейка. Ну, сыграйте вы что-нибудь другое. Ну, Половинка. тоже, Танцы минус. то же самое. Мне вот непонятно, когда я встречаю вот этих молодых ребят в переходах, играющих на гитарах, я постоянно достаю наушники, слушаешь, а что они играют? И они играют то же самое, что мы с пацанами играли во дворах. На лавочке. Думаю, у вас же, ну, типа, столько нового классного музла. Вы можете играть свою музыку, дайте мне свою музыку, пожалуйста. Нет, они играют вот этих всех старых заплесневелых русских рокеров. Ну, а И что с нового уважением, играть? конечно, к этой музыке, но камон, ребята. А что нового? Вот если хорошо, вот представим картину. Тебе нужно стать с гитарой в переходе. И нужно исполнить что-то новое. Что бы ты взял, но так, чтобы люди тебе за это заплатили. Угу. И так, чтобы другие люди тебя с собой не забрали, да? За авторские права. Ну, И тело. будем так считать. Ну, я бы сыграл и тело на Ну, а гитарке чё нет? как-нибудь. Ну, интересно было бы. Так. Какие-нибудь хип-хоп вообще каверы я бы поиграл тогда в таком случае. Что-нибудь нойзу поиграл хотя бы. Ну, понятно. Ну, дело, Нойз — это поэт. что опасненько, простите. конечно, может быть, как показывает практика питерских выступлений, да, недавних. Мгм. Ну, просто, ну, я не знаю, ну, вот у этих ребят, они выглядят молодо, они наверняка слушают какую-то музыку, которую я не слушаю, которая, ну, в их кругах достойна, и достойные представители есть сцены 100%. Ну, я тебе хочу сказать, Нойза, мне кажется, не все могут понять. Это правда. Это То есть да. он не массовый. Нет. Абсолютно. Ну, вот в Это не Piece of Cake обязательно массово. не берем Нойза тексты, потому что вот ну, у него вот свой флоу. И переложить его флоу на другую музыку очень проблематично. Вот Земфира,
странновато ложится бывает. То есть где-то хорошо, где-то не очень. И вот Noise. Вот у него просто свой стиль, и стихосложение, и выражение, и, то есть и ударение, и как вот он все это строит. И это сложновато просто взять и там под блюз сейчас сходу спеть. Как вам песня Нойза «Пока не все дома»? О, не все дома, да. Это к Сереге вопрос. Ну, это не уровень там светлой полосы или страны дождей, или там Voyager, но в целом просто хороший трек. Круто, что он выпускает хорошие треки, пускай выпускает дальше. Не знаю, Не просто зашло? я обожаю этот трек. Да? Я, Ну я вот отлично. первый раз, когда я Если услышала, он я была в куда-то таком попадает, восторге. значит, он должен быть выпущен. Еще раз говорю, я Нойза реально считаю поэтом. Я считаю, что в целом можно половину литературы из школьного списка убрать и поставить туда тексты Нойза. Вот это Ну, моя позиция по отношению к нему. Я что-то где-то читал, как будто бы собираются в школах, или, может быть, уже вводят там вот именно тексты рэперов некоторых. Блонды, гламур. Ну, может, не такие, но какие-то вот вводят в программу. Я могу ошибаться. Ну, Может слушай, быть, было бы круто. На самом Что-то деле мне было бы казалось, что я круто. слышал такое. что у нас читал. после математики? После математики хип-хоп. На хип-хоп пойдешь? Не, я после физру Что хожу. задавали реально? Что ты сделал для хип-хопа? Это на контрольный вопрос. Нормально. Нормально. Я бы, может, даже пошел преподавателем. Преподавателем пошел? Ну да. Зауч по хип-хопу. Так, ну что, готовы переходить Yes. к самой сладкой части? К этому банану. Блин, если бы я знала, что он тебя так заинтригует, я Меня интригует с притащила самого нас... начала. Я сюда как пришел и настоящий. смотрю. Да, ты лучше клади настоящий. Как это говорят, в театре висит ружье, оно же должно стрельнуть один раз. Я уверена, что кто-то когда-то его и грызанет. Вот вам и тот самый один раз в театре. Сейчас объясняю правила. Давай. Смотрите, у нас на данной пластинке представлено 6 категорий, под которые вы выбирали треки. От каждого из вас будет представлено по 3 трека. Задача какая? У нас будет звучать отрывок песни. Я буду говорить, чья это песня, а, получается, второму нужно будет угадать, под какую из категорий эта песня могла бы относиться. Понятно. Все верно. Понятно? Если Понятно. сможешь, Понятно. если знаешь, будет круто, если объяснишь еще почему. Либо просто скажешь, мне так кажется, потому что, и можешь рассказать. Ну, в любом случае мы будем разбирать, Понятно. узнавать вас лучше. Ясненько. Тебе понятно? Все понятно. Все понятно. Всё понятно? Да, нам все понятно. Первая песня у нас будет Андрея. От меня. То есть я угадываю, Да. да? Так, ну это не песня детства. Ты можешь рассуждать. Еще раз говорю, сразу объясню, тут нету правильного, неправильного ответа. Вообще, любые варианты накидывай, обсуждай. А Мне что кажется, это? будет круто. Как-то знакомо очень. Если Это- бы ты ходил... А, На- подожди, это же из сериала это, да? который- Нет, Нет? нет, Нет? Нет, я не знаю, может, в каком-нибудь сериале Я звучал. понял. Или это Mother's Cake? Это не Это Мазерский. не Mother's Cake. Все, тогда ничего не знаю. Тогда Но не ты знаю. в ту степь пошел, ну, как бы, Так. я так тебе А, скажу. это Spiral Drive? Нет. Всё Я имею в виду Ну, в ту степь. Горячо, холодно, Куда? холодно, ту степь горячо. из того, что мы исполняли. Ну, нужны какие-то подсказки мне вот нужны. Вы оба люди сцены. Мы оба люди Я сцены. подсказала. Все? Это подсказка? Ну, посмотри, вон какие у тебя Читай. категории есть. А, песня, с которой чувствуешь себя звездой сцены. Прикинь, Это вот, вот эта песня. да, ты чувствуешь Я, себя при- я, звездой? я Ну, просто не думала, звездой что ты прям, щас- но... Мне нравится, как Андрей выходит на сцену, очень нравится. Он такой, Андрей, вот он ходит, там совсем здоровается, там накручивает усики, там что-то покуривает где-нибудь. Все, только начинается концерт, выходит Андрей. Выходит, ну, бросается вода, все, вот пришел батя на сцену. Потом Андрей спускается, такой, ну все, Андрей опять растет. Ну, так правильно, это Ну же да, сцена нет, там. ну да. Почему эта песня? Наверное, первый такой вопрос. Она крутая, и мне нравится ее исполнять. Ну, вот когда я ее исполняю... Есть какие-то песни, которые я исполняю так, ну, знаешь, ну, исполнил, все, она закончилась, пошла. А тут вот прям хочется ее прожить. И когда ты видишь, как люди реагируют на нее, тоже это еще больше тебя, ну, подкидывает таких ощущений, что, блин, ну, это звучит круто реально. Особенно, когда ты услышал, ну, у автора этой песни, да, и у них она очень крутая, и круто сделана, и круто звучит, а потом, когда и у тебя получается вроде не хуже, как будто бы. Не хотелось бы хвастаться, да, но мне кажется, что звучит у нас неплохо, и, ну,
Просто нравится ее исполнять. Вот. А вот ты, когда ее исполняешь, включается вот это, как нам рассказали-то, альтер-эго? Ну да, наверное, на ней тоже включается в том числе. Она не единственная песня, которую мне нравится Нравится. исполнять, и которая реально заходит людям, из которой можно чувствовать себя звездой хотя бы немножечко, да. Но это из числа, да. Скажи, пожалуйста, а вообще ты помнишь первый раз, когда ты себя почувствовал звездой на сцене, когда вот этот кайф, вот этот адреналин? Это было прям на сцене, или это, может быть, где-то, когда с ребятами репетировали, Мне еще что-то? немножко неловко вот это вот слово «звезда», знаешь. Почему? Потому что оно какое-то немножко опошленное, мне кажется, стало. Скажем, хорошо, не звездой, вот эта вот уверенность, вот это вот силы какие-то. Блин, первый раз так я, наверное, и не вспомню. Но я вспомнил вот сейчас, что мне на ум пришло. Это еще когда очень давно, студенческие годы, у меня была там одна из, первая, наверное, группа моя. Мы играли авторскую музыку. А тогда как концерты собирали? Тогда это давно было. Я не знаю, сколько лет прошло уже. Лет 15. Выходил глашатый в 15, центр 20. города Да, и говорил. и объявлял дату концерта. Именем... почти. Был организатор какой-то, да, он такой: соберу-ка я концерт для своей группы. Это не мы были. Там был чувак такой очень деятельный, у него тоже была группа. Ответственный. Да, и он такой: хочу концерт себе организовать, позову еще всяких групп, которые будут играть у меня на разогреве, типа сделаем солянку такую. И было это дело все вот в нынешнем Репаблике, тогда я не помню, как он назывался. И он собрал много групп, в том числе и нас. И мы были вот перед их группой непосредственно. На разогреве, типа, да? Типа того. Перед нами еще были группы, потом мы, и потом они хедлайнеры, типа. И мы так неплохо сыграли, что прям позвали много людей на себя. Тогда же надо было вот именно флаеры распространять, вот эти вот продай. Сколько билетов продал, столько на тебя и пришло. Люди приходили на какую-то группу, послушали и свалили. И на нас пришло больше всего людей. А хедлайнеры как бы остались с носом, скажем так. То есть получилось, что... Усёрный. Да, и я прям смотрел на то, как люди там тащатся, кайфуют от того, что мы делаем. Мы какую-то хрень играли. Вот, но было прикольно. Тогда мне казалось, что я прям вообще на вершине мира. И офигеть, как круто. Были еще такие случаи, когда я был на вершине мира. По своим ощущениям. Но тогда, наверное, один из первых разов таких вот. Хорошо, а вот вообще в жизни ты себя можешь ощущать так же, уверенно, так же, знаешь, королем этой На жизни, сцене? как на сцене? Да, наверное, но редко. Что-то мне кажется, что на сцене ты как-то переключаешься, там, другой совсем, другие ощущения у тебя. Это шаманизм. Да. Это реально акт шаманизма, когда ты выходишь на сцену. И если этот шаманизм еще и коннектится с залом, это же вообще что такое? Час концерта у тебя проходит за 3 минуты обычно. Вот буквально 10 минут, это сколько? 2 часа получается выступление с перерывом. Ты не понимаешь, как происходит, как пролетает время, как это все происходит, какая-то энергия. Когда тебя То есть слышно. просто как вспышка, да? Конечно. А бывает наоборот, когда людям не заходит то, что ты играешь, и ты такой, и они даже не хлопают, или там хлопают еле-еле, и ты думаешь, когда закончится эта хрень уже, наконец. Такое тоже бывает. Бывают такие ситуации, да, и... Да, конечно. А вот как вообще по ощущениям, когда ты стоишь на сцене, когда ты вот на полную выкладываешься, отдаешься, а фидбэка никакого? Все пустота. Это отстой вообще. Это как будто тебя съели. Тяжело, наверное, да? А как потом Это восстановиться? как ты рассказала шутку какую-нибудь, а никто не смеется тоже. Так у меня такое только нормально. Только дольше, да. И от огромного количества людей. В основном же мы играем каверы, и не каждой публике заходит то, что мы играем. Почему? Потому что группа, в которой я участвую, это группа Наталья Лаврентьевна, мы предпочитаем играть то, что нравится в первую очередь нам, а не то, что нравится, публике. Конечно, в каких-то случаях мы стараемся хотя бы немножко подстраиваться. Запрос на публику. Да, то есть мы можем взять какие-то песни, которые могут быть востребованы у этой публики, но мы стараемся все равно их переделать под себя, так, чтобы и нам тоже было не влом их играть. На то это и кавер, на то у вас отдельная группа, чтобы это делать по-своему. Например, взять там какие-нибудь Иванушки Интернешнл, да. Однажды нам предложили сделать трибьют на эту группу. Мы такие, ладно, давай попробуем. Но все равно мы все эти песни переделывали под себя. Потому что, сами по себе Иванушки Интернешнл нам как не совсем. Группе и каждому в отдельности человеку, мало интересно. А сделать из них что-то такое со вкусом было прикольно. И все равно, лучше что-нибудь другое играть вместо Иванушек Интернешнл. Окей, хорошо, спасибо. Двигаем дальше. Давай. Следующая наша песня.
Сергея. Под мостом? Под мостом. Реально. Песня, которая описывает твою жизнь? Нет, какого ты мнения Слушай, ну о моей имеет жизни, место Андрей? быть, мне даже кажется. Ну, смешно же, ну. Очень. Так, Вот это видишь, не эту шутку песня. не пришлось объяснять. Все Это- хорошо. Это не песня детства. Нет? Нет. Вот я склоняюсь либо к песне «Не вывожу» или «Разочарование». Вообще. Не то? Вообще не то. Ну, значит, песня, спетая тобой первая. Ну, это же связанная история с тобой, Андрей. Со мной? Да? Когда ты пришел на Да, студию и пел ее? Нет. Короче, мой близкий друг Рома Бахолдин Привет, Рома. устроил Рома, привет. охоту на Андрея. Потому что они собирались с друзьями играть трибьют Red Hot Chili Peppers. О, И класс. уже нашелся Чет Смит, уже нашелся Фли. Не хватало вокалиста. А Рома такой человек, который атакует тебя своей харизмой и любовью. И если ты его цель, ты никуда не денешься. Также вот он захватил Андрея. И они устраивали вот этот первый концерт трибьют в граффити. Андрей говорит, я не хочу петь песню «On the Bridge», потому что я ее не спою. А я такой, говорю, а я спою. Хотя я абсолютно, я плохо пою. Я вот решил, что Андрей, который постоянно поет, не споет, а я легко спою. Вот и был вот граффити. Ну, граффити легко забить. И вот там было очень плотно все внутри. И я вот вышел на сцену петь эту песню, и какая-то девчонка еще просто из зала вышла спеть вместе со мной. И поэтому это была, наверное, первая песня, которая была спета в рамках вот осознанного возраста с живым составом. Но я этого не помню. Но он тебе это Но напомнил. это было. да. Да. Я другое помню. Я помню, как Рома как раз охотился и вышел уже на мой след. Тоже дело в граффити было. Так. На тот момент арт-директор граффити, точнее, я помню этого человека, кто он был, Андрей его звали тоже. В общем, он мне звонит. Я тогда был в группе Томата Джем. Мы играли фанкетс такой всякий. Тоже кавер, но фанк, именно вот фанк. И он мне такой звонит, говорит, Андрюха, давай побудешь диджеем у нас в граффити, поставишь там какие-нибудь фанковые песни с этих самых свертушек. Я говорю, так я не умею, я не занимался этим никогда. Он говорит, да, там фигня, там пару кнопок нажать и все. Ты, главное, собери какую-нибудь там подборочку этих фанковых треков и придешь, сделаешь. Я такой, ну ладно, давай. Мне это понравилось, потому что мне нравится пробовать всякое новое, для меня не изученное. Это было для меня новое. Но в день, когда мне надо было этим заниматься, я такое чувствую, что не хочу я вообще. Я не чувствую себе этой уверенности, что я вот сейчас приду и буду классно крутить и сводить эти треки. И я пришел, людей в заведении 0, никого нет. Время пришло уже как будто моего выступления, я уже как будто выступаю, пришло там 3 человека. Кто там были? Какие-то немцы? Из Нидерландов. Из Нидерландов, да, пару человек там. Слушай, то, к чему у нас люди сейчас пытаются стремиться, к международке, ты сразу на нее вышел. Они случайные там были, вообще случайно зашли, наверное. Ну и все, вот эти 2 чувака из Нидерландов, еще там пару человек, и все, никого нету. И час вот, наверное, может, меньше даже, я как будто играл это все. И тут около 12 ночи где-то выключается электричество везде, во всем районе вообще просто, и в том числе и в граффити. Нет электричества, то есть, естественно, мой концерт окончен. Чуваки из граффити говорят, ты побудь, все равно мы еще не закрываемся, люди, может, придут, хотя бы что-то тебе, какую-то копейку дадим. Люди стали приходить, они там поставили свечки какие-то, то есть устроили Романтик. такой... там не романтик, но атмосфера была классная. Потом мы вышли все на улочку покурить, там сидел какой-то чел, пьяный вообще просто. Но у него была гитара и пакет винища какого-то отвратительного. Я не знаю, может быть, это Спонсор любой хорошей вечеринки, чел с гитарой и пакетом бухлишком. винища, да. Они этого чувака туда затащили в граффити, уже играем на его гитаре. Там вот и нарисовался Рома и Серега. Охота началась. Да, охота началась. Что-то он мне там говорил, я не помню, что он говорил. Там мы с ним познакомились. А потом он мне уже звонил и тогда предлагал поиграть Red Hot Chili Peppers. То есть там он закинул удочку, скажем так. Конечно. Мы шли туда с этой целью. То есть мы шли не на вечеринку, мы шли за тобой, Андрей. То есть я сейчас вспоминаю этот вечер. У каждого были разные цели на этот вечер, если ты понял. Все-таки там все было не случайно. И свет этот отрубился не случайно. И я туда пришел тоже не случайно. И, в общем, все так сложилось. Ребята из Нидерландов рассказали нам, что мы просто спросили
у людей, какое самое андеграундное место в Минске. Нам сказали граффити, они такие, уже на выходе, когда мы там прощались, они говорят, ну мы не знали, что настолько, что это без света, при свечах. Вы просили андеграунд, получите его. Да, но получилась очень прикольная вечеринка, хоть и без фанка. Ну, чуть-чуть фанка было, но... Если у вас все еще присутствует интернет, если не выключен свет, если есть электричество, что мешает поставить лайк или написать комментарий? Расскажите нам, интересно будет узнать, что происходило в вашей жизни, когда случайно отключался свет. Мы продолжаем. Такой вопрос. Ты когда ее исполнял, тебе вообще было волнительно или ты просто такой в кайфе? Ну, Поем. это был кураж какой-то. То есть там пришли, ну, вот реально, там было очень плотно в граффити, не пройти. Я понимаю, что пространство небольшое, но Да. когда такое скопление людей, тебе кажется, что, ну, вы вот действительно рок-звезды. Поэтому... Ну, и само качество игры, в общем, была на начальном уровне тогда еще. Ну, не самом начальном общепринятом понятии, но далеко было до идеала всем выступающим. Но нас это не останавливало нисколько. И вот этот совместный акт шаманизма, он происходил на полной убежденности и вере в то, что все мы делаем круто. Брали харизмой. Да. Слушай, а ты вот тогда почувствовал, что сцена вот это твое место силы? Ну, как ты Да, говоришь, да, ну акт я в целом шаманизма. люблю вот и сцены, и закулисье, и все вот это вот, поэтому мне это все очень нравится. Ну что, мы идем дальше? Погнали! Сцен? Ну, там сложно будет. Ну, Так. ты правильно думаешь. Да? Ну, наверное. Разрыв разочарования? Ну, наверное, да. Да? Ну, честно, я не знал, что туда вписать, в эту категорию, поэтому вписал вот это. Разочарование в чем? А у меня, честно говоря, нету такой песни, прям, чтобы я слушал ее, ну, когда я там с кем-то разрываю отношения, там, или в чем-нибудь разочаровываюсь, и я тогда включаю музыку и начинаю Нет, не слушать. то, чтобы тогда врубаю музыку, а может быть, знаешь, какая-то песня могла бы откидывать в этот момент, или там по смыслу могла. Ну, вот я тебе хочу Мгм. сказать, по какому принципу я именно не Да, ее да. выбрал. Эминема, вот особенно вот этот альбом, я его слушал, ну, в школе, то есть в детстве. Ну, тогда как раз у меня происходили всякие часто разрывы, разбитые сердца и прочее, и прочее. И вот мне показалось, что, ну, как раз вот, ну, а так как там дождик еще льется, да, то вполне себе такая меланхоличная песенка. Хотя там не про это же совсем Вообще поется. нет. Да. Ну, пускай будет она. Слушай, ну это как песня «Стинг», одна из самых его популярных, где он вообще поет про покер и карточную Ну да, игру, да, а все да. такие, как это, Да, грустно, любить. Так его Да. же, вот этот трек тоже в группе The Police, где Every breath Да. you take. Тоже все на свадьбах играли ее, там ставили. А он вообще прям маньяка. Ладно, пока. Мой фаворит — это французский певец Алёр Ndons. Ну да, И песня его, вторая вот про отца. Типа, да, у да. тебя папа, у ты, где ты, типа, отец, куда ты пропал? И просто весь клубешник. Мгм. Давай! Вот поэтому я говорю, смысл песен нужно понимать. Читайте, переводите. Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, они же все танцуют. Ну, вот работает это вот так вот. Пап, ты где? Пап, ты где? Да. Я Пап, ты один, ты где? пропал, да. Я начала, на самом деле, вот так вот за смыслы цепляться скрупулезно относительно недавно, когда мне очень понравился исполнитель Juicy WRLD. И я такая, блин, как нравится звучание, как нравится вот этот парень. Пока я не дошла до перевода. И такая, мать. Типа, почему я вообще это слушаю? Там же 0 смысловой нагрузки. На Лину. Типа человек, который восхищается Нойцем, там, Окси, еще кем-то. Как ты можешь это слушать? Мне Но кажется, это не зазорно. звучание — восторг. Ну, Но вот, звучание тебе — нравится восторг. Мне звучание. нравится. Я до сих пор периодически такая, у меня даже, диск Juicy WRLD, и я такая, давай. Ну, класс. Главное, Давай, что малыш. главное, что откликается, мне кажется. У меня отношения со смыслами, наверное, были такие плотные, когда я начинал учиться играть на гитаре. Тоже это было в детстве. Ну, много же пацанов тогда выходило во двор и играло на гитаре тоже какие-то песни. Но все они играли, черт возьми, популярные треки какие-то. Ну, на тот момент популярные. То есть Ну, да. так получалось, что вот играет какой-нибудь чувак, и собирается вокруг него толпа людей, они поют вместе, потому что песня известная, потому что все ее знают, он умеет ее играть. А я почему-то разучивал песни, которые, ну, никому нафиг не интересны, а мне интересны. Вот мне К кайфово. примеру.
Ну, там Высоцкого. Пакистанский блюз. Пакистанский блюз, да. Мне нравились Высоцкого мне его очень песни, да. нравится. Мне там нравились песни «Машины времени». Ну, разные, короче. Вот. И такие длинные, балладные прям. А такие песни как бы не очень там Ну, не массовка, котировали. не все Да. тебе подпоют. Хотя мой дедушка бы тебе так подпел, ну, пожалуйста. У нас Стопудово, просто дома да. играл часто Высоцкий. Дедушки, как бы, папы, они нормальные, как бы им Дедушки, вкатывало. папа и я. А вот среди друзей как-то, ну, не особо вкатывало это. У меня и как-то всю жизнь вот так вот преследует, что разбираю те песни, которые большинству не очень-то интересны, а мне кайфово, мне классно. Ну, слушай, главное, чтобы тебе это нравилось, и тебе это Да, да. откликалось. Двигаем дальше. Я, кстати, так заслушивалась ей, пока она играла. Мне очень понравилось. Ну, это задачка тебе, Андрей. Ну, тут 3 варианта. Да. Это трек, просто которым я с Андреем еще не делился вообще, в принципе. Ну, блин, Давно он приятно появился в узнать, твоей приятно жизни? узнать, что я узнала раньше про него. Он появился в моей жизни давно, оказывается, потому Очень что давно? он... В детстве? Нет. Нет? Он был в плейлисте у меня, и вот пару дней назад он заиграл снова. Я такой, опа, во-первых, как я был прав, что я добавил его в свой плейлист. А во-вторых, он как-то очень вовремя вот показался оттуда. Текст, который описывает твою жизнь. Ну да, Да? да. Ну вот, я угадал. Но я имею в виду, что когда Да. вот ты представила категории, там был что-то там саундтрек, да, твоей жизни. Не совсем саундтрек твоей жизни, а вот близка Сложно тебе. подобрать одну какую-то песню на прям всю жизнь или один какой-то Нет, текст. наверное, на текущий момент это бы Да, определяло. и поэтому я отбросил все... ну, потому что в разные моменты мы слушаем разную музыку, и Конечно. разные тексты там и прочее у нас попадают, поэтому я такой, ну, вот как сейчас. Вот сейчас вот это прям точно описывает мое состояние. А можешь рассказать это состояние? Ну вот, можно включить, оно же как раз. Опиши словами. Про что там? Там поется, что... Я правда говорю, я, честно, не перевела. Любить тебя всегда немного грустно. Но, типа, true. true. Да, True. true, да. Ну, это true. Любить тебя, как вот эти предсказания на столике в гостиничном номере, всегда немного грустные. То есть это такое личное, душевное. Абсолютно. И тебе именно смысл откликается, не Нет, только на звучание. Или прям сначала всё вместе? звучание вообще меня просто вот заполнило всю мою комнату вот из колоночек, из этих. Потому что там такой мягкий заполняющий бас, там такая очень не мешающая, просто поддерживающая ударочка. Там синт, который постоянно держит тебя все-таки в тревоге и напряжении, весь этот трек. Он там, по-моему, один раз перед припевом он замолкает, и потом опять. И ты, ну, находишься в состоянии напряжения все равно. И вокал, все вместе. И такой, вау, что происходит? И потом я сразу же открыл текст и такой, ага. А, вот что ну там всё. происходит. Да, да. Слушай, подскажи, пожалуйста, а ты когда вот ее включаешь, вот первые эмоции, это какое-то восхищение, или это сразу какая-то грусть, или это, знаешь, такая вот загрузка, когда типа... Там грусть не такая, которая все надо заканчивать жизнью и больше Ну, я не считаю это ничего грустью. невозможно. Я, наоборот, Да, а я там как раз скорее таки тут это уже без чувств. меланхоличный какой-то больше вот такой, меланхоличное наблюдение за жизнью со стороны. И ты оказываешься в каких-то ситуациях, так или иначе, в жизни, но ты уже в ней оказался, и как бы просто смотришь немножко со стороны вместе с этим треком, как будто вот так. Окей, Но хорошо. я хочу подчеркнуть для вас, господа, любящие смыслы в текстах, что услышал-то ты сначала, ну вот как оно звучит. Не что спорю. Да. Именно это тебя зацепило. Не спорю. Ну ладно, все, Слушай, спор окончен. ну, не, тут на самом деле по спору, я вот, когда мы начали говорить вообще про звучание и про тексты, типа я говорю, что я человек все-таки там более тяжелой музыки, там альтернативы, металла. И есть такая сейчас очень популярная группа Bad Omens, наверняка вы слышали? Я нет. Нет? Послушайте. Вот, и у них вышла новая песня, называется «Спектр». Она сейчас заняла топ-1 альтернативного жанра в Америке. Я в эту песню, клянусь, я влюбилась из-за звучания. Это что-то невероятное. Потому что смысл песни, он мне такой, ну, двоякий. Вот прям очень двоякий. То есть я в целом могу понимать, каким людям, скорее всего, это отзывается, потому что там в целом припев, если мы его переведем, там «Чувствуешь ли ты любовь?» Я нет, ай-яй-яй, как все плохо, чувствуешь ли ты любовь?
Но в целом бывает вот с треками, когда ты даже не понимаешь, что там происходит, ты просто чувствуешь, что что-то заложено очень сильно в этом треке. То есть вот у меня, например, с этим треком так было вот на примере Джеймса Бланта. Мгм. Когда-то, несколько лет назад, у него вышел новый альбом. Я ждал встречи, где-то был в городе, вот человек опаздывал, и мне нужно было что-то делать такое. Джеймса Бланта, новый альбом. Нужно послушать. Мне нравились его треки, некоторые прям хорошие такие. Я включаю один трек, ну, ничего не работает. Второй трек, я такой, блин, все равно, конечно, за прошлые заслуги спасибо, но как-то ничего. И вот включается какой-то там 4-й или 5-й трек, и меня вообще сразу я такой, так, тут что-то происходит вообще. Трек называется «Monsters», и там он прощается с отцом в этом треке. Отец его болел сильно, и вот уже не до операции был, и он не мог никак с ним поговорить. И вот написал ему этот трек и сыграл вот просто ему 1 на 1 в палате больничной. Но это я все узнал потом. А вот это вот чувство, оно вот сразу такое приходит. Ну, то есть ты чувствуешь, что человек реально закладывал в это. Что-то там, да, сильное, как и в этом треке. Вот мне кажется. Хорошо, а такой момент. Клипы для вас имеют вообще значение визуальное? О, да, для меня, может быть такое, что я послушаю песню, она меня может не очень впечатлить, но если я посмотрю клип, и клип там классный, и в сочетании с музыкой, это гораздо большее впечатление на меня может повлиять. И я буду потом слушать эту песню совсем с другими ощущениями. То есть ты визуальщик такой, да? Ну, наверное. Я как-то вот с детства воспринимаю и музыку, наверное, через фильмы, через мультики. И у нас папа откуда-то приносил иногда видеомагнитофон. Знаете, видеомагнитофоны были такие. Можете рассказывать, я тоже старенькая. Так не скажешь. Вот. О-о-о. У нас были видеокассеты Заканчиваем. с клипами группы Queen. И я прям чуть ли не все эти клипы пересмотрел. Так вот воспринимал вот именно эту музыку. Ну и сейчас тоже. Из последнего Audio Bullies называется группа, наверное, я не знаю. И там клип такой прикольный. Это британская группа. На протяжении всего клипа мелкий такой шкет, лысый, британский гопник такой какой-то, да. Но он стильный, капец просто. И он идет, просто куда-то идет, что-то по своим делам. Ну, ему лет 11, наверное, этому пацану. Но он так классно идет под эту музыку. Просто И эта съемка капец. все время одним кадром, наверное, да? По-моему, да. Ну, может, там какие-то Классная игра. были... Ну, прям круто смотрится очень. А так бы я ее послушал. Ну, песня. А теперь гораздо больше. Сергей, я жду твой ответ на этот вопрос. Я нет, наоборот, вообще. Ты не визуальщик. Ну, конечно, что касается клипов, я не часто смотрю клипы. У меня в моей голове столько клипов происходит под музыку, которую я слушаю, что мне в целом Я сам дорисовываю им то. хватает реально. Но я не против клипов. Не то, что против. Ну, просто тебе это не особо дает там. Да, то есть, конечно, есть крутые работы, 100%. Просто что я больше слушаю, чем смотрю. Хорошо. Ну что, двигаем дальше? Да, Я угадываю, да? Да. Мгм. Never ending story. Напомню, здесь осталось 2 категории. Это песня детства или песня, которую включаешь, когда не вывожу. Я вот представляю себя, Андрей, ты вот в пледике возле своего там подоконника, и ты включаешь вот этот трек и прям заряжаешься. Не похоже, да? Не Слушай, похоже. на самом деле все проживают все по-разному. Да, это наверняка песня детства, но я не помню, что это за песня. А что это за песня? Эта песня, она так и называется Never Ending Story. Бесконечная история. Это из фильма? Да, фильм «Бесконечная история». Вот этот фильм, опять-таки, на том видеомагнитофоне, который папа приносил откуда-то, и мы смотрели кассеты разные. Вот у нас был фильм «Бесконечная история», который мы засмотрели до дыр с моим братом, с моей сестрой, и песня вот эта очень въелась. Не сказать, что она единственная песня из моего детства, но почему-то вот взбрело на ум именно вот это «Never Ending Story». Слушай, а в детстве откуда появлялась музыка в вашем доме? То есть ты сам где-то приносил, искал? Или все-таки родители? Конечно, родители. В первую очередь родители. Телевидение. Если говорить о музыке там из мультфильмов, например, или из фильмов, мне очень нравится музыка к советским фильмам всяким. Там же прям капец просто какой материал интересный. И вот это вот звучание само старое какое-то, да, оно тоже мне очень близко. И какой-то такой этот бас деревянный такой немножко звучащий, там как в этом «Служебный роман». Бум-пу-бум-пу-бум-пу. Какие еще фильмы музыкальные такие. Какой любимый советский фильм?
тоже так ты скажешь, любимый. У меня много всяких любимых советских. Назови сейчас сразу один. Вот который первый пришел в голову. Д'Артаньян и «Три мушкетера». Неплохо. Мы с Пашей недавно слушали саундтреки к «Тайной третьей планеты». О, это капец вообще. Искали какой-то сэмпл интересный. И там, ну да, музыка, прям музыка такая. Да, вот это там- тоже еще один мультик, который тоже мы все время смотрели без конца просто. Слушай, а что в тебе осталось, или, может, вообще ничего не осталось, вот от того мальчишки, который тогда слушал эти песни, там, ему это нравилось? Да, мне что-то кажется, что я таким же мальчишкой остался. То есть сказать, что я повзрослел, ну, вряд ли. Вот и Опрометчиво, да? усы Ну, отрастил. усы, да, и все. А из детства вот осталась, ну, наверное, любовь к пластинкам, там, например, да. То есть мне нравится музыку на пластинках слушать. У меня были, ну, у родителей в первую очередь, Мгм. пластинки, ну, там, с рок-музыкой. Не сказать, что я там рокером стал каким-то. Конечно, музыка мне это нравится. И вот именно та, которую там папа слушал, например. Ну, И это мама. разный рок. Тот, что играет сейчас, и то, что было тогда. Ну, это- конечно, конечно. Ну, вот он слушал там AC/DC, Black Sabbath, Black Sabbath Led очень Zeppelin, Deep Purple, вот это вот. По-моему, ему больше Deep Purple нравится, чем Led Zeppelin. Мне вот больше нравится Led Zeppelin. Мне Black Sabbath. И Black Sabbath. Вот моей жене очень Black Sabbath нравится, особенно сам Оззи Осборн. Мгм. Кстати, мне она сказала, ты иди на подкаст, но обязательно скажи о том, что у меня есть... Жена? Нет, жена, да, в первую очередь. Что я у тебя есть. Во-вторых, скажи, что у меня есть блог в ТикТоке по рок-музыке. О. Прорекламирую, да. Что у моей жены есть блог в ТикТоке про рок-музыку. Обязательно его посмотрите. Я очень люблю смотреть эти видео. Люблю тебя, моя жена. Так, ну что, финалем? Давай. Угадаешь ли Ну, ты тут будет не категорию? тяжело, наверное, Давай ты угадать. угадаешь, кто это хотя бы. Да, давай попробуй. Если говорить еще о смыслах, то вот она, конечно, ну, очень сильная. Все, я знаю, кто это. Ну, не помнишь, как называется, да? Рушанна? Нет, Рошан это другое. Это Ну, драматик. почти. А это драматик? Да. Я ж не слушал. Вот она, я считаю, она лучшая, одна из лучших вообще в русском хип-хопе. Но ее заносит, конечно, в рок периодически. Ничего не имею против, особенно когда это лайвы. Понятно, что на лайвах надо... Но как она пишет, ну, очень, очень образность, очень ритмика вообще меня восхищает. Так, слушай, такой вопрос. У нас категория называлась как композиция, которую ты включаешь, когда, скажем так, не вывожу. вывозишь. Вот так вот, да. Ты вообще вот со стрессом борешься как-то, не знаю, может, какие-то физические нагрузки, может, там в творчество уходишь, может, реально просто там врубаешь песню и, как говорится, укутываешься в плед. Да, очень простая механика с древних времен нам привитая. Надо идти на прогулку. Идешь на прогулку. В основном с музыкой, конечно. И вот первые полчаса просто слушаешь музыку, там, левой ногой, правой, остальное само идет. Смотря насколько сильный стресс, через там час, через полтора прогулки, все уже становится на места потихонечку. Не сразу, конечно, не все проходит, но выдыхаешь немножко, да. И вот, и если сильный стресс, то потом можно еще пописать какие-то тексты, потому что тексты писать это тоже терапевтическое очень занятие. Хорошо, а вот эта песня, скажем так, ты вот идешь на прогулку в наушники, впитываешь смысл и легче? Да. Я не думаю, что может быть так легко вообще. Хороший рецепт. Ну да, не то, что прямо точно эта песня. Нет такого, что именно ее я включаю. Но вот она из таких Одна есть, мы понимаем. почему-то жизнеутверждающих для меня, хотя там не самые, может, мажорные, да, все построено, но там как-то так вот справимся. Так оно. Как-то справимся. Пройдем, прорвемся, пробьемся. Ребят, как обычно говорю, я благодарна вам. Но в конце у меня всегда есть такой запрос. Песня какая-то ваша, одна, которую вы выберете, как, не знаю, песня, которая может вас ассоциировать. Нужно выбрать одну на двоих. Real Steel Boy навсегда. Да, Real Steel Boy навсегда. Прям сразу, не сговариваясь. Мне подходит. Мне тоже подходит просто. Ну что, спасибо вам большое. Спасибо тебе. Я- Вам, да. Правда, я очень хотела, чтобы один из выпусков обязательно был с музыкантами. Я не думала, что моя мечта осуществится настолько быстро. Кажется, на Новый год у меня не будет подарков. Зовите еще. На Новый год. Это был крутой выпуск. Вы Спасибо. супер! Фу! Мы это сделали!
Новые категории, новые истории. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии, а также, может, вы хотите, чтобы я пригласила на выпуск кого-то особенного. Скажите мне об этом, буду рада. И жду ваших сердец. Услышимся!